момент медитации мы, ребята, с вами ничего не делаем. Все происходит само собой. Еще раз, дыхание – это то, чем мы не управляем. Мы можем где-то корректировать, делать глубже вдох, где-то задерживать дыхание. Но в медитации наша задача просто наблюдать за этой основой жизни. Потому что дыхание – это основа жизни, и мы просто наблюдаем за этой основой, не вмешиваясь в этот процесс. Все, что мы делаем, это просто смотрим. Есть рекомендации по поводу подсчета вдохов и выдохов. То есть можно делать подсчет вдохов. Когда вы делаете вдох, делаете там про себя раз. Потом вдох, два. Можно делать подсчеты выдохов. То есть вы выдыхаете, подсчитываете выдохи. Мне было всегда удобнее поначалу подсчитывать выдохи. Можно вообще смешивать и вдохи, и выдохи. Все это только делается для того, чтобы не потерять внимательность свою, не потерять это наблюдение. По факту я считаю, что можно этого не делать, можно не подсчитывать. Можно просто наблюдать, сидеть и просто следить за дыханием. Когда вы отвлекаетесь, это могут быть какие-то мысли, да, какие-то там тревоги, какие-то мечты, какие-то фантазии, какие-то планы. Вы просто должны осознать, что это не имеет отношения к вам сейчас, здесь и сейчас, и просто вернуться к наблюдению своего дыхания, к наблюдению своей позиции здесь и сейчас. Больше ничего не требуется. Ничего страшного, если вы отвлеклись. Это нормально. Так и происходит процесс самопознания. Медитация – это просто инструмент самопознания, больше ничего. То есть, да, мы можем читать книги, смотреть фильмы про психологию, про развитие личности. Но самый простой инструмент и самый настоящий, от чего вы можете столкнуться, это просто остаться наедине с самим собой и просто наблюдать, как это все происходит. Что вы есть на самом деле здесь и сейчас. Какие мысли у вас появляются, какие тревоги. И не надо их гнать, они просто уйдут. У вас появляется какая-то тревога, какая-то мысль. Побудьте с этим, понаблюдайте со стороны, и это уйдет, и все. Больше ничего не останется, кроме вашего дыхания и вашей позиции. Поэтому можете сидеть на стульчике. Сейчас покажу. Сесть на стульчик ровно. Вот стул. Вы также садитесь на этот стул и спокойно сидите здесь. То же самое с ровной спиной. Ноги полностью, стопа стоит на полу. Ручки можете положить вот сюда. Не обязательно делать какие-нибудь там мудры, там как-то кулаки куда-то засовывать. Просто положите руки здесь. Плечи расслабьте, спина прямая. Больше ничего не требуется. Вид сбоку. Примерно так. По времени. Хорошо, если это будет поначалу хотя бы 3 минуты. Как на тренировках, да? Раунд 3 минуты. Неплохо, да? Вот. А так доводите до 5 минут. Допустим, неделю вы 3 минуты сидите сами с собой и следите за своим дыханием. А через недельку добавьте до 5 минут. Сидите уже 5 минут. Ну а так 10-15 минут, я думаю, в день это вполне себе нормально. Утром, днем, вечером не так важно. Главное, чтобы это было время, когда вам ничто не мешает, никто не мешает, когда вы можете просто посидеть в тишине сами с собой. Когда возникают какие-то звуки, соседи, да, или что-то там на улице происходит. Просто вплетайте это в нить,
своего наблюдения. Это происходит здесь и сейчас тоже. Вы на это никак не можете повлиять. Поэтому просто наблюдайте, как появляются эти звуки, появляются эти явления, потом они куда-то дальше уходят, и все, и про это забыто. И этого ничего больше нет. Понимаете? Вот такая вот как бы перезагрузка, да, такая как бы фильтрация. Вы просто находитесь здесь, вы не в грезах, вы просто смотрите за всем этим, вы слышите все это, вы наблюдаете за всем этим. Это вроде бы просто, просто наблюдать, но в то же время это очень сложно. Поэтому вот так, друзья, если вам понравился мой урок, да, мое послание, ну как бы урок, это сложно назвать, это просто такое некое послание, я просто поделился своими идеями, своим опытом, да, я этим занимаюсь очень давно уже, и техника моих упражнений медитационных, она менялась, конечно же, да, то есть, как я рассказывал, сначала считал вдохи, выдохи, потом я просто забросил это, я перестал считать эти вдохи, выдохи, потому что, мне кажется, это тоже сильно отвлекает и зацикливает ваш ум на вот этом подсчете, таком логическом очень, да, таким порядочным. Здесь должна быть смесь все-таки какого-то порядка и некого доверия природе, этому вот как бы хаосу, да, вот этой вот субстанции, в которой вы неопределенности, субстанция неопределенности. И все, что у вас есть, это просто лучик вашего внимания. Вы не предсказываете ничего, не предугадываете ничего. Вы не думаете, что будет потом, вы не вспоминаете, что было до того, как. Вы просто находитесь в потоке и отдаетесь, так сказать, принимаете в это состояние неопределенности. Будь что будет, вы есть, вы дышите, а значит вы существуете. И может быть даже немножко мыслите, потому что мысли возникают. Другое дело, что вы не привязываетесь к этой мысли. Вы воспринимаете это как дыхание. То есть для вас этот мысленный поток, который возникает, исчезает, проходит мимо вас, это то же самое, что дыхание, то же самое, что урчание в животе, то же самое, что сердцебиение. Сердцебиение то же самое, оно происходит и все. Так же и мысли ваши. И вы ни к чему не привязываетесь, вы просто... Свет прямо четко из-за окна. А вы будете мне, например, задавать какие-то вопросы по этой книге. Вот. А чтобы это наше общение было таким более продуктивным, то эту книжку в электронном варианте вы можете скачать. Но я ссылочку оставлю в описании к видео, в комментариях оставлю вам ссылочку, да, чтобы вы могли эту книгу скачать, читать, потом вместе со мной, да, еще раз ее прочитывать, еще раз размышлять.